В разгар Великого Православного Поста будет полезно обсудить влияние постного меню на здоровье человека. Здравствуйте, мои хорошие! А перед началом сегодняшней беседы хочу обрадовать тех, кому уже полюбился потрясающий уютный детский канал «Сказки на ночь», а также познакомить с ним наших новых зрителей. Очень приятно, что многие высоко оценили прошлый совместный проект с Евгенией Сидоровой, автором этого канала. Спасибо за добрые комментарии к записанной нами сказке доктора Айболит. По многочисленным просьбам и в благодарность за вашу активность мы с Евгенией подготовили еще один сюрприз, но о нем чуть-чуть позже. А сейчас давайте перейдем к основной теме этого выпуска. Пост представляет собой частичное или полное воздержание от употребления продуктов питания, запрещенных религией, с целью духовного очищения. Если обратиться к религиям, как к первоисточникам поста, то с точки зрения священнослужителей диета, соблюдаемая во время поста, не является основной целью. Помимо воздержания в пище, под постом понимается отказ от пороков с целью привести в состояние гармонии свой внутренний мир. Прежде чем перейти к обсуждению медицинских аспектов, касающихся соблюдения поста, давайте поговорим об истоках этой традиции. Слово нашему приглашенному гостю Евгении Сидоровой. В современном мире существует множество теорий, пытающихся объяснить, откуда появилась традиция соблюдать пост, начиная от примера, который показал Иисус, постившийся 40 дней перед своим крещением, и заканчивая предположением, что этот обычай заимствован еще из дохристианского мира, когда в периоды зимы и межсезонья вынужденно приходилось ограничивать рацион питания из-за нехватки продуктов. С полной уверенностью можно констатировать лишь тот факт, что эту традицию безоговорочно признают все конфессии христианского мира. На Руси православный пост тоже стали соблюдать после принятия христианства, и перекочевала эта традиция к славянам от греков, которые на тот момент практиковали его уже на протяжении 600 лет. Условно, православный пост можно разделить на 3 основные периода: рождественский пост, продолжающийся 40 дней, Великий пост, длительность которого составляет 48 дней, и 15-дневный Успенский пост. Помимо этого, каждые среды и пятницы, если они не совпадают с великими христианскими праздниками Рождества, Пасхи и Троицы, тоже являются постными. В общей сложности к посту можно отнести порядка 200 дней в году. В основе христианского поста лежит диетическое ограничение питания, когда нужные для нормального существования организма калории человек получает не из жиров, а из замещающих их на это время углеводов. Вы спросите, может ли навредить здоровью соблюдение поста? Отнюдь. Если подходить к этому вопросу правильно, соблюдение поста не только не навредит, но и принесет пользу вашему организму. Это подтверждается многовековым опытом наших предков. Однако, в зависимости от возраста, профессии и наличия хронических заболеваний, постная диета должна отличаться. Даже священники благословляют послабление питания для разных категорий лиц. Мой совет: если вы решились придерживаться поста, в первую очередь посоветуйтесь со своим лечащим врачом, какие продукты можно исключить из рациона питания и какие медикаменты и витамины вам следует принимать в период соблюдения поста. Большое спасибо, Евгения, за такой увлекательный рассказ. А я, в свою очередь, хочу пригласить моих любимых зрителей заглянуть в гости к Евгении и подписаться на ее канал «Сказки на ночь», где всех наших юных подписчиков, а также их родителей, уже ожидает обещанный сюрприз – старая добрая сказка Юрия Яковлева, на которой выросло уже не одно поколение – «Умка». Ссылка на сказку и канал Евгении находятся в описании к этому видео.
Ну а теперь давайте вернемся к основному разговору. К сожалению, в наше время многие молодые люди задаются вопросом: смогу ли я похудеть, придерживаясь поста? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к данным современных научных исследований. Американские ученые Аризонского центра питания и пищевой аллергии доказали, что чередующийся прием мясной и вегетарианской пищи стимулирует работу иммунной системы и оказывает благоприятное воздействие на человеческий организм в целом. А вот на страницах медицинского вестника можно найти исследования, проведенные в Греции, которые показали, что при постном питании существенно снижается суточное потребление белка, жира, насыщенных трансжиров, а также рибофлавина и кальция. У людей, твердо придерживающихся принципа поста, уменьшаются масса тела, уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности. Проведенные на животных исследования показывают, что короткие 1-2-дневные периоды полного отказа от пищи в сочетании со снижением общей калорийности на 20-40% мобилизируют защитные функции и значительно уменьшают риск развития онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря сокращению поступления в организм аминокислоты метионина, содержащейся в животных белках, отмечается увеличение жизни подопытных животных в среднем на 20%. Немаловажно значение постов и во время межсезонья, когда в организме человека происходят физиологические изменения. В 1990 году научный сотрудник Института питания Российской академии медицинских наук Гуревич писал: «Посты грамотно готовили весь организм к смене времени года. Великий пост готовил его к лету, к переходу на новые продукты. Успенский пост – переход к осени, а рождественский – к зиме». С медицинской точки зрения пост следует разделить на 3 периода – подготовительный, адаптационный и период выхода из поста. Подготовительный период начинается за неделю до поста. В это время следует придерживаться режима питания. Постепенно снижайте количество мясной и жирной пищи. Кушать желательно 4 раза в день в одно и то же время. Постарайтесь максимально оградить себя от чрезмерных физических и умственных нагрузок, стрессов. Адаптационный период поста самый трудный. В общей сложности он занимает порядка недели. В это время происходит психологическая смена стереотипа питания и физическая перестройка организма. На этом фоне не исключено появление общей слабости, быстрой утомляемости, головных болей, нарушений сна и так далее. Основные рекомендации адаптационного периода: не вводите в рацион блюда, которые вам не по вкусу, не уменьшайте привычное количество пищи, тщательно пережевывайте еду. Не лишним будет начать прием поливитаминных препаратов. Выход из поста требует особого внимания. Делать это нужно не спеша, постепенно, в течение нескольких дней, избегая переедания. На протяжении первой недели постарайтесь не употреблять мясных, жареных и жирных блюд. Включите сначала в свой рацион кисломолочные продукты, потом яйца и рыбу, а уж напоследок оставьте масло и мясо. Очень плохо после поста усваивается алкоголь. Воздержитесь от чрезмерного излияния спиртосодержащих напитков. Строго не рекомендуется соблюдать пост детям, беременным женщинам и людям, страдающим тяжелыми соматическими заболеваниями – анорексией, гиповитаминозом, сахарным диабетом, хроническим холециститом, панкреатитом и так далее. Не забывайте, если подойти к посту с умом, то он может послужить толчком к началу не только правильного питания, но и заложить основу здорового образа жизни. В то же время фанатичное и бездумное голодание способно обернуться довольно тяжелыми последствиями для всего организма. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!